Глава 296. Названный ученик. Что, старый монстр? Никто не говорил такого. Произнесла эта молодая девушка с наигранной улыбкой на лице и опустила взгляд, не смея посмотреть на Ханли. Ханли засмеялся и больше не обращал на нее внимания. Вместо этого он холодно посмотрел на старика. Старик, казалось, потерял голову от страха. Он действительно не знал, сколько Ханли услышал из предыдущего разговора, поэтому внутренне он проклинал его. Теперь он не смел пытаться оправдываться перед ним. «Я не думал, что старший прибудет так быстро. Я считал, что вы прибудете не раньше, чем через несколько часов. Сейчас я подготовлю для вас книгу». У старика не было другого выбора, кроме как попытаться задобрить Ханли, поэтому он сразу же заговорил о книге. «Прекрасно, принеси ее». Ханли словно пронзил старика своим взглядом и проговорил это холодным тоном. Старик поспешно кивнул головой и направился в соседнюю комнату. Увидев это, молодая девушка зашевелилась и хотела было следовать за ним, но старик остановил ее взглядом. Если бы они пошли в соседнюю комнату, то они могли бы разозлить другую сторону. Ханли мог решить, что они что-то задумали против него. Так что старик не мог позволить произойти тому, что у Ханли могут возникнуть какие-то подозрения. Молодой девушке ничего не могла поделать, кроме как остаться в комнате. Она стояла молча на прежнем месте, находясь в компании Ханли. Старик вернулся очень быстро. В мгновение ока вошел с потрепанной деревянной коробкой, в которой, казалось, была книга даосиста. «Старший, техника ограничения ЦИ, которую мы используем, а также другие техники находятся там. Пожалуйста, взгляните и посмотрите, будет ли она полезной для старшего». Старик сделал несколько шагов к Ханли и почтительно предложил ему книгу. Затем он осторожно открыл деревянную коробку и, показав содержимое, передал ее Ханли. С одного взгляда можно было сказать, что это была древняя книга. Ханли прищурился и несколько раз взглянул на книгу в руках старика. Он кивнул головой и взял ее. Хотя обложка этой книги уже потемнела от времени, когда Ханли коснулся ее, она по-прежнему была невероятно гладкой. Оказалось, что эта книга была сделана не из обычных материалов, а из шкуры какого-то демонического животного. В противном случае она не смогла бы сохраниться на протяжении такого длительного времени. Ханли слегка провел по книге рукой, а потом, пробормотав про себя, медленно перевернул страницу. Бросив на книгу несколько общих взглядов, Ханли нахмурился. Когда он открыл эту книгу, перед его взглядом предстали очень древние, незнакомые надписи. Ханли был уверен, что он не знает этих надписей. Он никогда прежде не встречал их в павильоне знаний долины Желтого Клена. Хотя он и не знал текст, Ханли быстро просмотрел все страницы книги. На последних 2 страницах книги он обнаружил набор безымянных псалмов, которые, похоже, были добавлены кем-то. Иероглифы, используемые в этом наборе заклинаний, хотя и были очень древними, но они часто использовались в мире культивации, так что их ему было очень легко читать. Ханли понял, что это была техника сдерживания ЦИ, поэтому он решил ее проанализировать. Спустя промежуток времени, который бы понадобился, чтобы съесть обед, Ханли закончил листать книгу. На его лице было задумчивое выражение. Тудум-тудум. Старик чувствовал, что его сердце вот-вот вырвется из груди, и не смел громко дышать. Он знал, что в этот момент решается его жизнь и жизнь его внучки. Ханли не обращал внимания на внутреннее волнение старика. Вместо этого он спокойно достал нефритовую коробку из своей сумки и положил внутрь книгу. Затем он повернулся лицом к старику и равнодушно сказал: «Я возьму эту книгу. Сейчас ты можешь сказать, какую вещь ты хочешь получить взамен. Неважно, что это, я исполню твою просьбу по мере своих возможностей». Хотя голос Ханли звучал тихо, старик и молодая девушка могли его слышать. Для них он звучал словно пение райских птиц. В этот момент они знали, что их жизни не только спасены, но они даже могут получить выгоду. Они были приятно удивлены этим поворотом событий. «Старший, можно мы немного посовещаемся между собой?» Теперь, когда кризис миновал, старик хотел получить максимальную выгоду от этого обмена и немедленно спросил Ханли, улыбаясь. До того, как Ханли пришел, они оба боялись, что он просто уничтожит их. Но услышав вопрос Ханли, они оказались совершенно к этому не готовы. Более того, теперь, когда старик понял, что Ханли не был тем самым жестоким человеком, которого они так боялись, он осмелился задать этот вопрос. «Делай как хочешь, решай это побыстрее». Поскольку Ханли заполучил набор очень полезных секретных искусств и таинственную древнюю книгу, он был в хорошем настроении, поэтому он дал им возможность посовещаться. «Большое спасибо за оказанную милость. Это не займет много времени», — воскликнул старик с большой радостью.
Он немедленно вышел из комнат с молодой женщиной, чтобы обсудить это. При виде этого Хань Ли слабо улыбнулся. Хотя Хань Ли на самом деле мог просто убить их, он на самом деле не был таким жестоким человеком. Он всегда держал свое слово. Спустя небольшой промежуток времени старик и его внучка вернулись со странными выражениями на лицах, как будто они были немного взволнованы. Когда Хань Ли увидел их, он был немного озадачен и спросил их прямо: «Ну что вы решили?» «Старший, мы закончили обсуждение. Моя внучка не хочет никаких мирских наград. Вместо этого мы хотим, чтобы старший выполнил нашу самую смелую просьбу». Слегка поколебавшись, сказал старик, а затем, стиснув зубы, глядя на Хань Ли. «Что это за просьба?» Хань Ли нахмурился и спокойно спросил. В этот момент у Хань Ли появилось ощущение, что он вот-вот вляпается в неприятности. Спустя какое-то время старик продолжил: «На самом деле, моя внучка очень восхищена вашим глубоким уровнем культивации и техникой. И она хочет стать вашей ученицей и готова служить вам в качестве помощника. Это наше искреннее желание, поэтому я надеюсь, что старший выполнит его и примет ее в качестве своего ученика». Старик говорил это, заикаясь, и как только закончил, молодая женщина глубоко поклонилась Хань Ли и случайно стукнулась головой об пол. Хань Ли не мог ожидать, что такое произойдет. После услышанного он не знал, смеяться ему или плакать. Принять кого-то к себе в ученики. Это что, какая-то шутка? Он дрожал от страха перед лицом мира культивации и никогда не был уверен, сможет ли он защитить себя. Теперь ему бы пришлось нести ответственность еще и за другого человека. Он, конечно, не мог согласиться на это, несмотря на это, Хань Ли должен был вернуться к этой теме. Даже на первый взгляд он мог сказать, что девушка была не лишена таланта. В противном случае она бы не смогла достигнуть 6-го уровня стадии концентрации ци в столь юном возрасте. Когда Хань Ли был в ее возрасте, единственная причина, по которой он достиг этого уровня, заключалась в том, что он принял множество духовных пилюль. Хань Ли было жаль, что молодая девушка могла сбиться с пути культивации. Хотя он не мог взять ее в ученицы, он мог представить ее мастеру. Он четко помнил, что маленький старик, старший боевой брат Ма, еще не принял ученика. Кроме того, старший боевой брат Ма однажды сердито пожаловался, что с тех пор, как Хань Ли покинул сад множества растений, ему самому приходится присматривать за садом в то время, когда он бы мог заняться более важными делами. Если бы маленький старик знал, что Хань Ли покинет сад, он бы давно взял послушного ученика. Стоявшая перед ним молодая девушка казалась очень умной. Даже если бы у нее не было выдающегося таланта, все равно не было бы ничего плохого в том, чтобы представить ее старшему боевому брату Ма в качестве потенциального ученика. Что касается того, примет ли он ее в качестве своего ученика, Хань Ли не мог знать это наверняка. Задумавшись об этом, Хань Ли заставил старика и девушку решить, что он действительно размышляет над возможностью взять ее в ученицы. «Подойди сюда. Позволь мне взглянуть на твои духовные корни». Придя в себя, Хань Ли подозвал к себе девушку. «Да, господин». Почтительно ответив, она тут же подошла к Хань Ли и протянула ему свое изящное запястье, в то время как она была немного смущена этим. Хань Ли осторожно взял в руки ее ладонь и начал изучать духовную ци, которая циркулировала в ее теле. Вскоре он отпустил ее руку. «Двойные духовные корни, по-настоящему хорошие способности», пробормотал Хань Ли, глядя на лицо молодой девушки. Когда молодая женщина и старик услышали слова Хань Ли, их лица просияли радостью. Они решили, что Хань Ли собирается взять ее в свои ученики. Но Хань Ли тут же продолжил: «К сожалению, я не принимаю учеников. Иначе я бы определенно принял тебя». Слова Хань Ли, словно ведро холодной воды, обрушились им на голову. Они уставились на Хань Ли в недоумении. Глава 297. Разрушая плохие новости. Когда Хань Ли увидел разочарование на лице молодой девушки, он вдруг улыбнулся и мягко сказал: «Хотя я не могу принять вас как ученика, не стоит отчаиваться. Я могу познакомить тебя с моим старшим боевым братом, который, возможно, захочет принять тебя в ученики. Однако его решение от меня не зависит. Это может удовлетворить твою просьбу». «Правда». Разочарованное выражение лица молодой девушки тут же изменилось, когда она услышала эти слова. Она невольно вздрогнула. Без лишних слов, Хань Ли достал талисман передачи звука и пробормотал в него несколько предложений. Затем он передал его молодой девушке вместе с нефритовым медальоном. «Возьми этот талисман и нефритовый медальон в долину Желтого Клена и найди там старшего по имени Ма.
примет он тебя в ученики или нет, будет зависеть от твоей собственной удачи, добавил Хань Ли с равнодушным выражением лица. Девушка не ожидала, что, хотя Хань Ли не захочет взять ее в ученики, но предоставит ей еще одну возможность. Ее энтузиазм вновь зажегся, и она торопливо поблагодарила Хань Ли. Старик также был в приподнятом настроении. Поскольку я не уверен, примет ли он тебя в ученики или я даю тебе 2 высокоранговых магических инструмента в качестве компенсации за даосскую книгу. Сказав это, Хань Ли вышитую изумрудно-зеленую шелковую ткань и маленький синий меч и передал их старику. При виде этого старик был приятно удивлен. Старик считал, что то, что Хань Ли представит его внучку своему мастеру, уже было большой удачей, так что он не думал о еще какой-то значительной выгоде. Поэтому он чувствовал себя невероятно благодарным Хань Ли. Старик поспешно выразил свою благодарность снова и с уважением принял магические инструменты. Он культивировался на протяжении стольких лет, но у него был только один высокоранговый магический инструмент. Теперь, когда получил еще 2, разве он мог быть недоволен? Прежде чем уйти, Хань Ли удалил духовную ци с их тел, а затем улетел на своей лодке под их пристальными взглядами. После того, как они увидели, как Хань Ли улетел достаточно далеко, старик протянул девочке вышитый шелк и маленький меч, а сам разразился смехом. На следующий день они закончили все приготовления и отправились на поиски Ма в долине Желтого Клена, чтобы узнать, примет ли он ее внучку в ученики. Однако старик Ся не понимал, каким образом Хань Ли был связан с кланом Цинь, ведь они были простыми смертными. Не зная, что старик Ся дал своему воображению волю, Хань Ли радостно отправился обратно в резиденцию Цинь. Поскольку он использовал свой магический инструмент, чтобы вернуться в свое жилище, его возвращение не привлекло никого внимания. Затем он просто вернулся в свою комнату, и никто не узнал об этом. Чувствуя, что набор техник для сдерживания ци был весьма практичным, он открыл древнюю книгу, чтобы культивировать ее этой ночью. Это заклинание не требовало значительных умений, поэтому Хань Ли бы не пришло тратить на это слишком много духовной силы. В результате у Хань Ли не должно было возникнуть проблем с этим. За одну ночь он полностью культивировал ее. Утром следующего дня, когда Хань Ли закончил свою медитацию, он почувствовал, что смог достичь хороших успехов в культивации этой техники. Однако он внезапно услышал треск в своей сумке. Казалось, что что-то сломалось. Выражение лица Хань Ли тут же изменилось и помрачнело. Через мгновение он достал оттуда фиолетовый шар. На самом деле это был точно такой же магический инструмент, который он дал тому старому даосисту. Однако этот шар был покрыт несколькими глубокими трещинами. Помолчав с минуту, Хань Ли внезапно вышел из комнаты, и, убедившись, что во дворе никого не было, он немедленно достал свою лодку божественного ветра. В ту же секунду он вскочил на нее и исчез из резиденции Цинь. Спустя четверть часа Хань Ли оказался в небольшой деревне за пределами Юэцзин. Он пристально осмотрел деревню и ее окрестности с неба, как будто что-то искал. В конце концов, он спустился на отдаленный холм в нескольких километрах от деревни и, спустившись со своей лодки, неуверенно уставился на огромный тополь. Затем он жестами рук создал магическое заклинание и проговорил «извлечь». Из корней дерева внезапно вылетел шарик, светящийся зеленым светом. На нем также было несколько трещин. Эти трещины внезапно оказались точно такими же, как и на шаре Хань Ли. Хань Ли вздохнул и приманил к себе этот светящийся шар. Как только шар оказался в его ладони, свечение мгновенно исчезло в теле Хань Ли. В его руке остался только шарик. Пробормотав заклинание, Хань Ли внезапно выстрелил из пальца огненным шаром размером с кулак в корне этого дерева. В мгновение дерево превратилось в пепел, оставляя после себя небольшой кратер на земле. Хань Ли шагнул вперед и внимательно осмотрел его, но не обнаружил там ничего необычного. Скорее всего, он попал в какую-то западню, пробормотал про себя Хань Ли, качая головой. На самом деле, настоящее название этого магического инструмента было фиолетовый светящийся шар, который он изначально решил дать старому даосисту. Этот магический инструмент был создан в паре. Мало того, что они выпускали защитный световой барьер, но когда из световых барьеров был поврежден, пока другой шар находился в пределах досягаемости, он также получал урон. Эти магические инструменты были очень распространенными защитными инструментами, которые использовали напарники секты Дьявольского Да. После нескольких схваток на границе государства, он заполучил множество различных инструментов. Поскольку он чувствовал, что они были довольно необычными, он оставил их при себе. Когда он дал старому даосисту этот магический инструмент, на самом деле он служил ему не только для защиты, а для того, чтобы Хань Ли мог немедленно узнать, если бы тот столкнулся с любой неприятностью. Он никак не ожидал, что старый даосист использует его этой же ночью. Все, казалось, указывало на катастрофу.
Это превзошло все ожидания Ханли, так что он абсолютно не был готов к такому повороту событий. Ханли неподвижно стоял рядом с кратером в земле, размышляя о чем-то. По прошествии времени, которое бы потребовалось, чтобы приготовить чашку чая, выражение лица Ханли изменилось. Он тут же высвободил лодку божественного ветра и залез на нее, улетев отсюда в мгновение ока. Этот маленький заросший холм, казалось, вернулся в привычное состояние покоя. Помимо щебетания мелких птиц, он казался безжизненным и неподвижным. Спустя час неподалеку раздался чей-то глубокий голос. В 30 метрах от большого кратера из-под куста вышел человек. Он был полностью в черной одежде. Можно было увидеть пару темных, сверкающих глаз, а также желтый барьер. Но как только человек вышел из-под куста, желтый барьер замерцал и вскоре полностью исчез бесследно. После того, как этот человек появился, он пристально осмотрел небо со всех сторон, а затем сказал: «Вы ходите», он ушел. После этого из нескольких соседних мест появилось еще 3 человека в одинаковой с ним одежде, вокруг которых были желтые световые барьеры. Одна из фигур напоминала женскую. «Старший брат, что нам делать? Нам было поручено захватить или убить любого, кто придется сюда, а беспомощно отпустили этого человека. Не будет ли последствий?» Высокий, худощавый человек не мог не тревожиться об этом. Судя по его голосу, он довольно молод. Когда остальные услышали, что он сказал, они невольно вздрогнули. Все они знали, что люди, отдающие им приказы, были очень жестокими. Это не должно быть проблемой. Когда они дали нам цель, они не сказали, что человек, который придет, будет культиватором стадии заложения фундамента. «Это превосходит все наши возможности», — сказал самый старший брат, но в его словах не было уверенности. «ГМ. Старший брат верно говорит. Разве мы можем победить культиватора стадии заложения фундамента? Я не доверяю этим людям. Они действительно не дали нам ни малейшего объяснения». Третий человек на самом деле был женщиной. В ее голосе звучало недовольство. Им ничего не оставалось, кроме как горько улыбнуться друг другу. Эта младшая боевая сестра была настолько наивна, хотя ее жизнь висела на волоске в руках таинственного врага. С какой стати другой стороне давать им объяснение? Однако дело не в том, что они не дали нам ни малейшего объяснения. Я считаю, что они просто не ожидали, что будет такая огромная рыба. Иначе, почему они поручили это нам? Они, по крайней мере, должны были поручить это такому же культиватору, как и он, сказал последний человек. Он был очень высокий и худой. Верно. Если мы дадим им четкое объяснение, они не накажут нас слишком жестоко. Поспешно согласился высокий человек, пытаясь поднять всем настроение. Но если кто-нибудь еще услышал это, он бы решил, что эти слова были чем-то вроде самодовольства. Однако, это немного странно. По какой-то причине я чувствую, что уже раньше видел этого молодого культиватора стадии заложения фундамента. Он действительно кажется мне знакомым. Тихо пробормотал он себе, слегка озадаченный. Эти слова сильно поразили остальных 3. Особенно была удивлена девушка. В ее глазах промелькнуло большое любопытство, как будто она хотела спросить об этом. Однако человек, которого они называли старшим братом, внезапно взмахнул рукой и сказал: «Нам следует поспешить и покинуть это место. Оставим эти вопросы на потом». Когда женщина услышала это, она могла только проглотить свой вопрос и согласиться. Глава 298. Пойманные живьем. «И куда это вы собрались?» Не дожидаясь, когда они достанут свои летающие магические инструменты, с неба вдруг раздался голос. Этот мрачный голос заставил застыть кровь в их жилах, в результате чего все они были страшно напуганы. Они тут же выпустили защитные барьеры, а затем разбегались, не смея повернуть голову. Примерно в 100 метров над ними находился Ханли, стоя на борту своей лодки божественного ветра. Он безмолвно смотрел на них леденящим душу взглядом. Казалось, все они думали об одном и том же, когда этот человек вернулся. Почему мы не совершенно почувствовали его присутствие? В рассыпную. Без колебаний прокричал их лидер. Затем он первым начал отступать. В эту же секунду он вытащил из-за пазухи магический инструмент в форме диска, встал на него и улетел. Остальные 3 рассеялись в разных направлениях и улетели. Эти люди четко понимали, что они не смогут противостоять культиватору стадии заложения фундамента, и что для них же было бы лучше немедленно улететь, хотя бы слегка повысив свои шансы на выживание. Молодая женщина среди них обладала самой слабой магической силой. Хотя она летела довольно быстро, она все же оглянулась, чтобы посмотреть на Ханли.
И она была поражена увиденным. Хань Ли по-прежнему стоял на своей маленькой лодке, не двинувшись ни на шаг. Кажется, он не собирался их преследовать. Вместе с удивлением она почувствовала радость и облегчение от того, что появился хороший шанс сбежать. Но в этот момент она внезапно услышала какое-то шипение рядом с собой. Женщина тревожно повернула голову и увидела ослепительную красную стрелу, которая летела прямо к ней. В ту же секунду женщина в черном взмахнула рукой и высвободила технику ледяного копья. Яркое ледяное копье превратилось в белый туман, как только коснулось красной стрелы. Таким образом, эта атака никоим образом не смогла помешать приближению красной стрелы. Красная стрела врезалась в водяной барьер, который она активировала заранее. Красный и синий свет мерцал у нее перед глазами. Ее тело завибрировало и силой отбросило 10 метров, но когда она увидела, что ее барьер уцелел, женщина глубоко вздохнула от облегчения. Однако в этот момент ее сердце наполнилось испугом и гневом. Может быть, у культиватора стадии заложения фундамента были товарищи, которые сидели в засаде. После того, как она четко увидела, что кто был перед ней, ее глаза сверкнули так, как будто она не могла поверить в то, что видела. Перед ней были два летающих солдата, одетых в доспехи. У одного из них был в руках большой лук, и сейчас он снова натягивал тетиву, другой держал длинную саблю, которая излучала желтый свет. Второй медленно приближался к ней. Хотя женщина была в шоке от того, что эти марионетки могут напасть на нее, словно живые люди, она знала, что, если не справиться с их атакой, она не сможет спокойно сбежать. С этой мыслью она стиснула зубы и вытащила из своей сумки синий сверкающий кинжал для метания. Этот высокоранговый магический инструмент, который она держала в руке, стоил ей всех ее сбережений. Она старалась редко использовать его, но сейчас у нее не было другого выбора. Вперед! Слегка вскрикнула девушка, и этот метательный кинжал тут превратился в полоску голубого света и направился к приближающейся к ней марионетке. Синий метательный кинжал оказался перед марионеткой в мгновение ак перед марионеткой и врезался ей в голову. Однако, вопреки ожиданиям женщины, марионетка с удивительной скоростью подняла свою длинную саблю и заблокировала удар метательного кинжала. Выражение лица женщины сильно изменилось. Она снова приказала своему магическому инструменту атаковать марионетку, облетев ее с другой стороны. Но из-за того, что произошло дальше, она буквально потеряла дар речи. У марионетки словно были глаза за головой, и она ударила по ее магическому инструменту сзади. На этот раз женщина действительно запаниковала, она даже не успела придумать что-либо еще, как снова услышала шуршание подлетающей стрелы. Не имея другого варианта, женщина тут же попыталась отлететь в сторону, желая уклониться от стрелы. Но, к ее удивлению, казалось, что красной стрелой словно кто-то управлял. Она продолжала следовать за ее движениями, не давая ей опомниться. Она могла только подготовиться к очередному удару в надежде, что ее барьер сможет выдержать его. Именно в этот самый момент другая марионетка догнала ее и атаковала своей саблей, чтобы прорваться через барьер. Не желая сдаваться, женщина попыталась прибавить скорость. Но марионетки атаковали ее как с близкого расстояния, так и издалека. Однако ее магическая сила была достаточно низкой, так что об успешном побеге не могло быть и речи. По спине женщины градом стекал пот, а она с трудом приказала своему метательному кинжалу заблокировать атаку марионетки, которая нападала на нее вблизи, как вдруг та отпрыгнула от нее. В то же время другая марионетка опустила лук и больше стала ее атаковать. При виде этого женщина была в абсолютном шоке. Затем она услышала позади себя голос: «Ох, пятая сестра, тебе лучше вернуться». Услышав это, она остановилась, а затем медленно обернулась. Она увидела 3 мужчин в черном, которые были позади нее. Позади каждого из них были такие же марионетки, как и те, что нападали на нее. Помимо марионеток-солдат, там были и марионетки-звери. У всех 3 был такой пустой взгляд, как будто они тоже находились под чьим-то контролем. Женщина подняла голову, чтобы посмотреть на Хань Ли, и внезапно выронила свой магический инструмент. Она больше не сопротивлялась. При виде этого Хань Ли взмахнул рукой и послал несколько полос зеленого света, которые тут же ворвались в ее тело. Она почувствовала, словно какой-то призрак овладел ею. Она больше не могла двигаться по собственному желанию. Хань Ли покончил с ними без всяких проблем. Он тут же взмахнул рукой и притянул к своей лодке. Он не мог долго здесь оставаться. Была вероятность, что если бы он не покинул это место вовремя, мог бы появиться гораздо более сильный противник. Хань Ли направился в сторону Юйцзин и, превратившись в полоску белого света, улетел. Вскоре после этого на месте, где только что был Хань Ли и те 4, появились 2 в ярко-красной одежде.
вся их одежда также источала запах крови, в результате те, кто находился поблизости, чувствовали себя некомфортно. Они осмотрелись и подошли к кратеру, на месте которого раньше было дерево. Спустя несколько минут молчания, один из них вздохнул и сказал: «Кажется, эти 5 людей были побеждены». Услышав голос этого человека, можно было предположить, что он был не молод. Здесь нет их останков. Мало того, что они потерпели неудачу, возможно, их захватили в плен. Поскольку в воздухе нет запаха крови, похоже, что схватить их было так же легко, как забрать у дитя конфету, презрительно сказал другой человек. Казалось, ему было около 20 лет. Это принесет нам неприятности. Эти 5 совсем не бесполезные, иначе бы их не стали захватывать живьем. Вероятно, что их противник был культиватор стадии заложения фундамента, обеспокоенно проговорил первый человек. Что? Вы боитесь, что эти люди раскроют наши секреты? Это всего лишь несколько культиваторов, которые наша школа вербовала из соседней провинции. Они совершенно ничего не знают о нас. Кроме того, прежде чем отправить их на задание, я тайно поставил на них печать. Они не проживут и полдня, рассмеялся юноша, не обращая внимания на беспокойство старика. Вот как, тогда хорошо. Кажется, в этом действительно нет ничего страшного, если они находятся под ограничительным заклинанием крови. К тому времени, как они поймут, что что-то нет, уже будет слишком поздно. С облегчением сказал старик. Однако старик тут же сменил тему и мрачно продолжил: но как это случилось? Мы же собирались превратить этого даосиста в нашу послушную марионетку, заставляя его действовать как ваш мастер, чтобы вы смогли осторожно проявить себя в мире культивации. Таким образом, наша школа смогла бы провернуть наш план по созданию учеников в стадии заложения фундамента. С чего вдруг вы отправились к нему в комнату, чтобы высосать его кровавую сущность? Ведь у вас не должно быть недостатков в каких-либо энергетических ресурсах. Выслушав слова старика, юноша горько рассмеялся несколько раз и сказал: «Думаешь, я сделал это просто так? У меня не было другого выбора». Глава 299. Предательские мысли. Тогда почему? Удивленно воскликнул старик. Моя магическая сила вдруг вышла из-под контроля, и я отчаянно нуждался в кровавой сущности культиватора, чтобы подавить истинную сущность в моем теле. Помимо вас, единственным культиватором, который был поблизости, оказался этот даосист. Эта реакция была слишком сильной. Это случилось на 2 дня раньше, чем я ожидал. Я еле смог подавить ее, проговорил юноша, горько засмеявшись. Очевидно, он все еще был напуган. Вот так. Хотя это не ваша вина, вам все равно придется правильно объяснять свое поведение. Я думаю, что это могло произойти из-за того, что вы слишком поспешили начать культивировать технику черного демонического асуры. Не следует сейчас ее культивировать так бездумно. Вам лучше закрепить основы, чем рвать вперед. Немного подумав, ответил старик. Можете быть спокойны. После того, как я поглотил кровавую сущность, эта реакция полностью исчезла. Впредь я буду более осторожен, так что подобных случаев больше не произойдет. Недавно я также почувствовал, что скорость моей культивации была слишком быстрой, так что я больше не собираюсь продолжать ее. Спокойно сказал юноша. Хорошо, раз вы уже знаете об этом. Однако, хотя этот старый даосист мертв, человек, который поставил на него печать духовной ци, все еще представляет опасность. Нам следует позаботиться о нем. Да, ваши слова звучат довольно разумно. Однако, я изначально считал, что тот, кто заключил договор со старым даосистом, имел низкий уровень культивации. Однако, после того, как наша ловушка провалилась, очевидно, что мы нацелились на крупную рыбу. Что вы думаете по этому поводу? Это была группа низкоуровневых культиваторов или же культиватор стадии заложения фундамента? Юноша не мог не спросить об этом у старика. Хех. Я думаю, что это был культиватор стадии заложения фундамента. В конце концов, даже если бы это была группа низкоуровневых культиваторов, они бы не смогли захватить всех 4 живьем, тут же ответил ему старик. В этом случае, разве нам стоит так рисковать? Пока мастер секты уединенно культивирует, не лучше ли нам придумать другой план? В конце концов, культиватор стадии заложения фундамента не тот человек, которого стоит так легко провоцировать. В некотором недоумении сказал юноша, услышав, что думает об этом культиваторе старик. Временно избегать риска. Чего там временно избегать? Разве вы еще не знаете? Мастер секты уже отправил уведомление, в котором он требует, чтобы мы использовали культиваторов стадии заложения фундамента для кровавых жертвоприношений.
Поскольку этот человек сам появился перед нами, мы не можем упустить такую возможность. В конце концов, вокруг много культиваторов стадии концентрации ЦИ, и их очень легко поймать, в то время, как даже одного культиватора стадии заложения фундамента достаточно редко можно встретить. С холодной усмешкой сказал старик. В его глазах четко была видна кровожадность. Юноша, услышав это, был слегка поражен, но потом сказал: но сейчас в распоряжении мастера секты нет ни одного культиватора стадии заложения фундамента. Все они на заданиях. Можем ли призвать хотя бы одного обратно в столицу? Вероятно, это несложно сделать. Прямо сейчас мастеру секты необходим культиватор стадии заложения фундамента. Возможно, вы могли бы получить возможность войти в стадию заложения фундамента так же, как его 4 великих кровавых слуг, с жадностью проговорил старик. Когда молодой человек услышал это, он был потрясен словами старца до глубины души. Хорошо, тогда я вернусь и подготовлюсь к этому. Мы определенно должны захватить этого человека, злобно ответил он. Затем они еще какое-то время продолжали обсуждать дела, прежде чем покинули холмы, направляясь в неизвестное место. Странно, однако, эти двое человека ни разу не подняли вопрос о том, как именно они смогут найти Ханьли в такой большой столице. Казалось, что с этим не было никаких проблем. Между тем, в пустынной местности, в сотнях километров от тех холмов, Ханьли спустился на землю со своей лодки Божественного ветра, а затем согнал вниз своих пленников. Хотя эти 4 знали, что дальше с ними не произойдет ничего хорошего, они не могли не подчиняться его приказам. Ханьли, сложив руки за спиной, встал прямо перед ними, а затем открыл рот и приказал: «Снимите маски». С этого момента вам больше незачем скрывать ваши лица. Голос Ханьли в одно мгновение заставил вздрогнуть всех 4. Затем они молча переглянулись между собой. «Снимайте их», — беспомощно сказал старший брат. Услышав это, 3 других ничего не оставалось, кроме как снять свои маски, являя Ханьли свой настоящий облик. Взглянув на каждого, выражение лица Ханьли ничуть не изменилось. Как и ожидалось, это были те люди с горы Мэн. Пока он зависал в воздухе над ними, подслушивая их разговор, он уже чувствовал, что их голоса были знакомы. Учитывая их техники и уровень культивации, он тут же ассоциировал ту группу людей, которую видел в ресторане. Здесь были все, кроме той 40-летней женщины. Хотя Ханьли догадывался о личности этих людей, его голова внезапно разразилась от боли. Было очевидно, что молодой принц в резиденции принца Синь и управляющий Ван были ответственны за массовое исчезновение культиваторов. Изначально он не собирался ввязывать в это дело, и уж тем более он никак не ожидал, что оно коснется лично его самого. Если бы он знал, что это случится, он определенно не позволил бы, чтобы старый даосист шпионил за этими 2. Хотя он и не считал, что они были как-то связаны с дьявольским да, он не мог действовать опрометчиво. Во всяком случае, он никогда не ожидал, что этот старик на самом деле окажется таким бесполезным. Не прошло и дня с тех пор, как он стал за ними шпионить, как его уже раскрыли. Кроме того, он даже не смог защитить свою жизнь. В результате чего Ханьли чувствовал себя очень подавленным, если загробная жизнь существовала, и дух того старика сейчас бы слышал слова Ханьли, возможно, он почувствовал себя еще более обиженным. Он даже не начал шпионить за молодым принцем, прежде чем молодой принц объявился в его комнате и без причины высосал всю его кровавую сущность. Его смерть по-настоящему была несправедливой, хотя Ханьли был несколько неправ в отношении смерти старого даосиста, он не знал, что молодой принц и управляющий Ван не знали о том, что собирался шпионить за ними. Более того, они не знали, что их личности уже были известны Ханьли. Однако этого события хватило, чтобы обе стороны встревожились и узнали о существовании врага поблизости с ними. Мысли Ханьли были очень тяжелыми в этот момент. В конце концов, среди недавно исчезнувших культиваторов было несколько культиваторов стадии заложения фундамента. Если противник, которого он провоцировал, был чрезвычайно жестоким, возможно, его бы ожидала та же участь, что постигла других исчезнувших. Так что ему следовало быть более осторожным. Обычно, когда Ханьли встречался с опасностью, он стремился покинуть опасное место как можно скорее и сбежать как можно дальше. В конце концов, умный человек предпочитает избегать неоправданных рисков. Он действительно не собирался сражаться с этими людьми. Вместо этого он действительно бы предпочел скрыться отсюда как можно дальше. Но трудность заключалась в том, что он по-прежнему был на задании по защите клана Цинь. Если бы люди из клана Цинь пострадали во время его отсутствия, как бы он сообщил об этом своему мастеру, он не мог сказать, что он сбежал, потому что ему стало опасно находиться в Юэцин. Пока Ханьли размышлял над всем этим, на его лице была нерешительность, что заставило 4 заложников почувствовать себя крайне неловко. Сначала они думали, что другой человек собирался выдавить из них информацию.
Однако они не ожидали, что этот юноша на стадии заложения фундамента, увидев их настоящие лица, погрузится в глубокие размышления. Его выражение лица также было очень странным. Может он подумать о какой-то жестокой технике пыток? С этими предположениями у них по спине градом покатился холодный пот. Они были в полной панике. «Что вы планируете делать с нами?» Не выдержала и в истерике спросила молодая женщина. Услышав эти слова, Ханли пришел в себя своего глубокого мышления. Взглянув на женщину, он холодно сказал, что я собираюсь делать с вами. А что если я передам вас семьям пропавших культиваторов и скажу, что вы преступники, ответственные за пропажу их родственников? Надеюсь, они будут с вами хорошо обращаться. Ханли абсолютно хладнокровно произнес эти слова. После этого все четверо больше не сомневались в том, что Ханли не будет испытывать никаких угрызений совести. На их лицах был ужас. Мы никогда не похищали никаких культиваторов. Все, что мы сделали, хватит болтать, пятая младшая сестра. Он пытается запудрить тебе мозги. Внезапно выкрикнул темнолицый старик, резко прервав слова женщины. Пятая младшая сестра была потрясена этим и злобно взглянула на Ханли. Запудрить вам мозги. Вы переоцениваете себя. Равнодушно усмехнулся Ханли. Глава 300. Проклятие крови. ХММ. Не стоит унижать нас. Если вы собираетесь пытать нас, так вперед. Худощавый парень, второй брат из пятерки друзей с горы Мэн, внезапно прокричал это. Похоже, он совсем не боялся того, что его жизнь находится в руках Ханли. Однако это сильно взволновало других. Они знали, что второй брат был слишком импульсивным и сначала делал, а потом думал. 30-летний юноша, которому Ханли показался знакомым, задумался на мгновение. Внезапно он, казалось, что-то вспомнил и тут же повернулся к высокому худощавому парню и гневно закричал на него: «Второй брат, что ты пытаешься сделать? Ты что, хочешь спровоцировать его, чтобы он всех нас убил?» Как только это предложение покинуло его рот, даже Ханли был слегка шокирован, не говоря уже о темнокожем старце и молодой женщине. Он понятия не имел, почему этот юноша сказал так. В одно мгновение лицо второго брата побледнело, но он ничего не сказал в свою защиту. «Четвертый брат, ты злишься? Потому что второй брат хочет, чтобы мы умерли». Когда молодая женщина услышала это, она пыталась защитить второго брата. Затем женщина повернулась лицом к темнокожему старику, чтобы что-то сказать. Однако она действительно не думала, что старик будет выглядеть таким мрачным. «Второй брат, ты думаешь, что таким образом третьей сестре удастся выжить?» Холодно спросил темноволосый старик. «Простите меня, старший брат, но все вы знаете, что он хочет сделать с нами. За его словами скрывается злой умысел, и те пытки, которые он для нас приготовил, будут в 100 раз хуже, чем обычная смерть. Было бы лучше, если бы мы просто умерли», — объяснил свои мысли худощавый парень. Услышав это, молодая женщина побледнела. Его губы слегка зашевелились, как будто она пыталась что-то сказать, но не могла. «ХММ, даже если третья сестра, твой компаньон, да, разве ты имеешь право менять наши жизни на собственные?» 30-летний юноша возмущенно крикнул второму брату. Второй брат, хотя четвертый брат слишком прямолинеен, он говорит не без основания. В свое время мы давали клятвы, что будет братьями и сестрами до самой смерти. Но теперь из-за своих эгоистических целей ты хочешь погубить всех нас. Тебе нет оправданий. Голос темнокожего старика звучал с разочарованием. Верно. Я хотел, чтобы вы все умерли, но разве у меня есть выход? Моя собственная плоть и кровь находится в животе третьей сестры. Я не могу позволить, чтобы мой клан Ли остановился здесь. В противном случае, кто бы стал искать смерти? Ужасная жизнь лучше хорошей смерти. Худощавый мужчина прокричал это, сжав руки в кулаки, в то время, как его выражение лица то краснело, то бледнело. Эти слова повергли всех в шок, они не знали, что сказать на это. Женщина широко распахнула глаза от изумления. «Вы закончили? Если да, то говорить буду я». Ханли, который изначально просто наблюдал за происходящим, вдруг холодно проговорил это. Услышав это, они будто вспомнили, что сейчас их жизни были в руках этого культиватора стадии заложения фундамента. Их негодование сразу же исчезло бесследно, и они снова в ужасе переглянулись между собой. «Мне все равно, если вы все ищете смерти или притворяетесь. Мне нужна информация, только и всего. Если вы действительно хотите умереть, вы можете сделать это только после того, как сообщите мне информацию. Или все по-прежнему думали, что у вас есть власть над собственной жизнью?»
Жестокие слова Хань Ли тут же привели их в чувство. Мы мало знаем о том, что вы хотите узнать. Кроме того, в наших телах проклятие крови. Как только мы соберемся раскрыть рот о важных делах посторонним, наше сердце тут же взорвется, стиснув зубы, проговорил темнокожий старик. Казалось, он уже сдался. Проклятие крови. Это интересно. Позвольте мне изучить это. Хань Ли очень заинтересовался этим проклятием. Услышав это, темнокожий старик невольно вздрогнул. Немного поколебавшись, он вышел первым к Хань Ли и протянуть руку, цепляясь за нить надежды. Он надеялся, что Хань Ли сможет избавить его от проклятия. Хотя у него не было в этом никакой уверенности. Те, кто наложил на них проклятие крови, были абсолютно уверены, что ни один культиватор не разгласит их тайны. Тот, кто разглашал тайны, независимо от того, был ли это преднамеренным или нет, умирал на месте. В этот момент Хань Ли схватил его запястье и медленно распространил свою духовную силу через тело старика. В этот момент выражение его лица изменилось. Остальные трое из 5 друзей с горы, Мэн, пристально следили за происходящим. Они надеялись, что этот эксперт Хань Ли действительно сможет снять с них это проклятие. Спустя промежуток времени, который бы потребовался для того, чтобы приготовить чашку чая, Хань Ли отпустил руку старика и погрузился в раздумье. Через несколько минут он поднял голову и спросил старика с равнодушным выражением лица: «Когда они накладывали на вас проклятие, они повторяли какие-то заклинания или странные слова?» Вопрос Хань Ли привел всех в шок, между тем на их лицах также были следы надежды. Да, они произносили какие-то странные слова, которые мы не понимали. Казалось, что это заклинание было на каком-то древнем диалекте. Мы уверены, что мы никогда прежде не слышали этих слов. Кроме того, культиватор стадии заложения фундамента наложил на нас заклятие, взволнованно ответил худощавый парень, не дожидаясь, когда темнокожий старик отреагирует. Кроме того, после того, как они закончили произносить заклинание, они взяли миску с какой-то неизвестной черной кровью и нанесли несколько необычных узоров всем нам на руки. Этот узор нельзя ничем смыть, быстро добавил старик, а затем обнажив странный черный символ. Хань Ли подошел и осторожно осмотрел символ. Затем он снова погрузился в свои мысли. Внезапно Хань Ли поднял голову и загадочно улыбнулся им: «Я прав. Кажется, я понял, что это за проклятие. То, что вы говорите, правда», — дрожащим голосом произнес темнокожий старик. Остальные трое не верили словам Хань Ли. Это проклятие крови было словно острый клинок, приставленный к горлу. У них не было выбора, кроме как следовать указаниям тех людей, кто наложил это проклятие. Если бы Хань Ли действительно смог устранить великую опасность, которая им грозила, они смогли бы восстановить свою свободу и не нуждались бы в дальнейшем подчинении своим захватчикам. Это так называемое проклятие крови, на самом деле своего рода устное проклятие. То, что создало ограничение, скорее всего, это заклинание. Черная метка на ваших руках не имеет никакого отношения к заклинанию. Это обычная уловка, равнодушно объяснил Хань Ли. Казалось, он был хорошо осведомлен обо всем. То, что он знал об этом заклинании, была чистая случайность. Когда он искал информацию о медальоне Великого Смещения, он наткнулся на эту технику проклятия в древней книге. В противном случае он ничего не знал бы об этом заклинании. «Вы сможете его снять?» — спросила молодая женщина. «Я не знаю». Холодный ответ Хань Ли тут же омрачил всех. Дикое счастье, которое они испытывали ранее, мгновенно сдулось. «Что значит то, что вы сказали?» Темнокожий мужчина поспешно улыбнулся и спросил. Теперь, когда перед ними появилась возможность снятия проклятия, они не смели быть невежливыми с Хань Ли. Существует 2 метода удаления устного проклятия. Один из способов — узнать текст проклятия. Пока у меня есть один текст на руках, я могу прочитать его вслух с духовной силой и благополучно разбить проклятие. Другой метод — использовать мое духовное сознание, чтобы войти в ваше духовное осознание и силой стереть проклятие. Этот метод требует, чтобы духовное сознание того, кто собирается удалить проклятие, было сильнее того, кто его наложил. Только так проклятие можно удалить. Но если я потерплю неудачу, я активирую проклятие. Так что вы знаете, что произойдет потом, резко проговорил Хань Ли, наморщив лоб. Что? Оно может активироваться само по себе. Вскрикнула молодая женщина. Человек, наложивший на них проклятие, наглядно продемонстрировал то, что произойдет после того, как проклятие крови будет активировано. Эта сцена навсегда запечатлелась в ее памяти. Прямо на ее глазах человек буквально выплевывал куски своего сердца изо рта. Когда она услышала об активации проклятия, страх тут же завладел ею. Лица всех тут же помрачнели.
Разве они могли так играть со своей жизнью? Хань Ли посмотрел на них, а затем холодно рассмеялся. Пока он думал что-то сказать, худощавый второй брат храбро поднял голову и сказал: «Старший, пожалуйста, удалите мое проклятие. Нас проклял один человек. Если вы можете удалить мое, тогда вы обязательно удалите все остальные». Его слова мгновенно заставили остальных широко распахнуть глаза от удивления. «Второй брат, что ты делаешь? Это слишком опасно». Женщина первая пришла в себя и попыталась отговорить его.